Прости, пожалуйста, за все то, что происходит. Мне, правда, очень стыдно. Я вынуждена в этом участвовать. Семья моего погибшего супруга узнала о том, что он женат, и женат на мне. Грубо говоря, говорили, нашел шалаву какую-то, проститутку, вот это вот все, да? Да, я на грани выживания нахожусь. Мы приедем всей семьей, растянем тебя по ногам и рукам. Из-за того, что вы не хотите отдать им квартиру. Пускай забирают. Мы не верили, а мы думали, это ошибка. Потому что взяла справку о том, что именно Женя с ней переспал. Вы сейчас в своем уме, нет? Если ты не женишься, то что? То я пойду и заявлю на тебя в полицию. А за что сейчас идут суды? За квартиру. Помимо памяти о человеке остались еще и средства. Около 5 миллионов рублей. Сколько вы сняли денег? Было переведено 3 миллиона. Сейчас выйдет ваша дочь, Олеся. Хорошо. Может быть, мы что-нибудь больше узнаем. Добрый день. Почему родная мать узнала о том, что сын был женат только после его смерти? Причин может быть много. А еще хотелось бы понять, почему такое большое горе не объединило семью, а довело до судебных тяжб. Ну, есть в чем разобраться. Сегодня в нашей студии Анастасия Романова из Томска. Здравствуйте. Здравствуйте, Юлия. Что случилось у вас? Рассказывайте. Я хочу, чтобы семья моего покойного супруга оставила меня в покое. Хочу избавиться от их грязных инсинуаций и иметь возможность рассказать правду. Угу. Вы вдова. Да, Примите наши соболезнования. спасибо большое. А теперь расскажите, что случилось, почему семья вашего покойного супруга вас достает. Острая фаза конфликта началась с того момента, когда семья моего погибшего супруга узнала о том, что он женат, и женат на мне. То есть они изначально были против именно вас или вообще любой женщины в его жизни? Да. Еще сильнее обострилась ситуация, когда Женя погиб. А как давно вы были с Евгением знакомы? С самого детства. А когда уже стали отношения-то как у мужчины и женщины? В ноябре 2021 года. Жили вместе уже или нет еще? Жили вместе во все отпуска Жени, общались по видеосвязи, потому что Женя он служил где служил? на Южном Сахалине. А когда он попал на СВО? В марте 2022 года. А вы были вместе на тот момент? Да. Вы встречались, но только как бы понятно, что на расстоянии, телефонные разговоры, переписки, и когда он приезжал. Слушайте, то есть вы не в ссоре были, ничего, у вас продолжались В отношения. 22 году его забрали. А когда вы официально женились-то? 9 января 2024 года. Это он в отпуск приехал? что ли? Да. И родители об этом его не знали? Не знали. Попытки расписаться были еще в 2022 году. Ага. Женя очень хотел меня обезопасить, в том числе и от своей семьи. От чего он хотел вас от Ну своей что, семьи мол, официальная защитить? супруга, отстаньте от нее. Да. Так ведь, да? Да. Хорошо. А в 24 году чья была идея пойти расписаться? Женина. Свадьба-то была? Нет. Мы очень скромно посидели в кругу семьи. А кто-то был вместе с вами или вы вдвоем только отмечали? Нет, моя мама, моя дочь. А А это у вас дочка дочка его есть? или это Нет, от предыдущих отношений? А Да. сколько ей? 5 лет сейчас. А может быть, поэтому вас родители не взлюбили? К сожалению, мне этого неизвестно. Еще раз напомните, когда вы расписались? 9 января 2020. 9 января. А погиб он в сентябре. Да. В сентябре 24-го. А вот вы расписались 9 января. Когда он снова отправился на СВО? Ну, получается, вы простите, я не могу точно помнить какой конец месяц отпуска, хотя бы? но либо 15 января, либо 19 января. Я почему спрашиваю? Потому что так или иначе всплывет покупка вами уже в браке квартиры. Угу. Верно? Так она уже всплыла, да. Так она, да. Она была А когда вы купили? куплена эта квартира. 10-го. есть вы Сделка 9 началась 10-го. Вы 9-го расписались, а 10-го купили квартиру? Да, как раз для того, чтобы это... В том числе из-за этого Женя хотел меня обезопасить.
Квартиру он купил только за свои деньги, или вы тоже участвовали? Мы тоже участвовали. Мы это кто? Я и моя семья, я и мама. То есть ваша мама тоже вложила в это деньги? Да. Сколько? 800 тысяч плюс 2,5 миллиона в ипотеку было взято. Так а в чем, собственно, суть претензий его семьи к вам? И когда они узнали о том, Вы что... официально в браке. Я так понимаю, что и полагающиеся вам выплаты от Министерства обороны вы получили. Получили? И в наследство. Не так давно. И в наследство вступили? Нет. А почему? Потому что мы в процессе суда. А что за суд-то, я не понимаю? Мама Ирина Алексеевна инициировала судебный процесс по разделу, по увеличению своей доли в наследуемом имуществе. Почему? То есть в квартире. А на каком основании? Она считает, что ей принадлежит больше. Во-первых, они считают, что наш брак фиктивный. Я очень властный человек в городе Томске. И я... Слушайте, они могут считать это сколько угодно. Это... А властно это что значит? Подожди, интересно. Кем вас для считают? них они считают, что я могу подделать свидетельство о браке. Типа у вас все связи Да, есть везде, да? Да. А когда не узнали о том, что вы законная жена, вот как это произошло? Пришла похоронка, правильно же, к сожалению? К кому она пришла? Мне. А маме? Как мама Мне узнала? этого неизвестно. Та сторона узнала от третьих лиц. Во-первых, мы не до конца были уверены, что это действительно произошло. Я до последнего надеялась. Признаться откровенно, я до сих пор надеюсь, что... Ошибка какая-то. Ошибка, да. Потому что я опознавала тело Жени, и достоверно я не могу сказать, что это он. Первое, что интересовало семью, противоположную сторону, они пытались, то есть ни как Женя, ни что, ни организация похорон, ни какое-то участие. Старшая дочь Олеся начала мне писать с вопросами о том, расписаны ли мы были с Женей. То есть опять финансовый вопрос. А в итоге на чьи деньги были сделаны похороны? На мои. Вы оплатили все похороны? Да, ни копейки та страна не внесла. После гибели Жени у меня не было возможности погрузиться в траур, потому что мне просто этого не дали сделать. Поступил звонок от старшего брата Жени. Звучали угрозы, различные грязные инсинуации в мой адрес. Ты не жена, ты женщина с пониженной социальной ответственностью, вся ваша семья такая. Я вас убью за брата. Мы приедем всей семьей, растянем тебя по ногам и рукам. Я тебя уничтожу и так далее и тому подобное. Вы мне объясните, я одного понять не могу. Все это происходит сейчас из-за чего? Из-за того, что они обиделись, что Женя тайком от них женился? Или все-таки из-за того, что вы не хотите отдать им квартиру? Пускай забирают. Нет, а что они должны ее забирать? Секунду. Вы говорите, Я не готова такими путями. Я не готова, как они идти по головам. Мне не нужно. Заберите, пожалуйста, все деньги. Заберите квартиру. Когда последний раз вы говорили Подождите, то есть до такой степени? Да до такой степени. с Ириной Алексеевной? Когда последний раз говорили? Это мама покойного вашего Жени. Мы предлагали мирное соглашение противоположной стороне. Какое? Я выкупаю долю по рыночной стоимости. У нее? Да. Предложение было отвержено. Затем мне сказали, что если ты позволишь Женю перезахоронить, возможно, мы станем к тебе чуть более лояльными. Что значит перезахоронить Женю? Для чего? Для того, чтобы, я бы сказала, если бы это была нормальная семья, для того, чтобы иметь возможность находиться рядом с ним. Но исходя из того, что сейчас происходит, это просто предмет торга, предмет манипуляции мной. Я почему спросил, когда вы последний раз виделись-то? Потому что вы же понимаете, да, что мы не можем одну сторону выслушать. Прекрасно понимаю. Да, поэтому Ирина Алексеевна приехала сегодня к нам тоже. Давайте спросим, что же у них там происходит такого с невесткой страшного. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Здравствуйте. Настя, ты в кого превратилась? Вот мне тебя до такой степени жалко. Ведь ты была девчонка такой маленькой, хорошей. Видимо, деньги и все то, что у тебя, вернее, не у тебя, а у моего сына. Забирайте, Всё. пожалуйста.
Кого забираете? Забирайте. Только, пожалуйста, юридически оформите, что вы больше не имеете ко мне никаких претензий. И к моей семье. Она у тебя была семья. Поскольку у вас тяжбы идут и не по поводу памяти Жени, как я понимаю, а совершенно конкретные по поводу денег и квартиры, у меня к вам вопрос. Когда Женя пошел служить по контракту на Сахалин, он вам деньгами помогал? Конечно. А с тех пор, как он женился, он вам давал деньги, хоть копейку? В 22 году на 23 прямо на Новый год, 31-го, 40 тысяч прислал. И все. И да, всё? и все. А, ну так вот я А и кому он их спрашиваю, да, прислал, не почему вы уточните? против-то были? Теперь понятно. Я, может быть, циничный человек, но я вот сейчас слушаю вас, да, и, ну, радоваться надо. Девочка, которую он с детства знает, в которую он явно был влюблен, вот они приняли решение, поженились. Что здесь не так-то? Объясните нам, дуракам. Вот я сижу, сейчас понять не могу. Когда Женя был в 21 году у нее в гостях, она его в гости позвала. Они с ним переспали. Но при этом она всем его представляла как братом. А потом, когда вот сын приехал, что с ним что-то случилось, он сказал, а Настя ему справку предоставила, что вот она с ним переспала, и что... Побойтесь Бога. что Вы она его говорите посадит. о погибшем Что она человеке. его Так посадит, его что оклеветать. он ее изнасиловал. Это такая ложь отвратительная с вашей стороны. Можно, Женя бы Настя, никогда Настя, в жизни подождите такое не сейчас, секунду, сказал. дайте... Да ты что? Так, Никогда. еще раз прошу вас сейчас не участвовать в разговоре, иначе мы не разберемся, что здесь происходит, ладно? Так, это он вам сказал? Да. Хорошо. Он Я за так и не столом понял, стоял. что произошло, потому что Настя кричала. Якобы Настя сходила в больницу, взяла справку о том, что они переспали, что именно Женя с ней переспал. Вы И она сейчас, его- вы сейчас в своем уме, нет? Какая справка? Ну что, вы куда пришли-то? Давайте конкретно абсолютно. Вы претендуете на ту квартиру, которую ваш Хорошо, сын а с этой купил справкой-то в дальше браке? что она должна была делать? Я не знаю. Пойти в суд и сказать... Да я откуда знаю? Хорошо, мгм, Нет, понятно. вы в заявлении в прокуратуру абсолютно точно обозначили, что я якобы угрожала Жене, некий человек зафиксировал наш половой акт, я взяла справку об этом и угрожала Жене, говорила, Подождите, что если ты стоп. не женишься на Вы мне... это делали при нотариусе, что ли? Я понять не могу. Со слов Ирины Алексеевны так и было. Да Подождите, нет, и что? Если ты не женишься, то что? То я пойду и заявлю на тебя в полицию. Об изнасиловании? Да, все верно. И из-за этого якобы ее сын на вас женился? Да. Ага, Но понятно. спустя очень Да. большое количество времени, видимо, он все-таки принимал решение не один год. Но я хотела оградить его, что если она его посадит, он военный, понимаете? И на военной карьере это будет все, уже крест. А вы в Дорогая- чем хотели разобраться? Да не разобраться, чтобы это правда или нет. Что Можно я вам вот еще это один вот. вопрос задам? Вы считаете ее законной женой, теперь уже вдовой вашего сына? Ну, если у нее документ есть. Она же этот документ То есть Ну, вы вы в же оспаривали подлинность этот этого документ. документа верите? Вы в Кто подлинность? оспаривал? Я оспаривала? Да. Так не я же против нее в судах-то устраивала. Это она против меня и против моего мужа заявление написала. Так, стоп. Вот тут интересно уже начинается. Я вот ничего не могу понять. Анастасия, какие-то вы слова. сказали нам, что это они были инициатором обращения в суд. Я сказала инициаторами обращения по поводу раздела наследства. Я А не вы говорю- по поводу чего обратились в суд? Я обратилась в суд с Лишение прав лишением права на выплаты. Да. И отца, и матери. Вот Стоп. это любовь, я вам скажу. Стоп. Вот тут уже интересно. Я бы не делала ничего. Не, я бы расскажите. сидела днями и ночами у Жени на могиле. Слушайте, Эта давайте семья начала... вот это мы сейчас начнем сливать в Нет, сторону, подожди, ладно? ну да спокойно. Нет, А мы не почему- будем это сливать в сторону. Позвольте, Нет, мы пожалуйста, будем. уточнить. Знаете, я вам объясню почему. Потому что вы сидите здесь и врете нам. Вы сказали Что? буквально следующее, что они обратились в суд, и что вы хотите... Перемотайте, пожалуйста. Молчите, Там, стоп, было стоп, там стоп. точно было сказано, Стоп, что речь шла о стоп, наследстве. Стоп. Я еще раз говорю. Послушайте меня внимательно. При всем уважении. Вы находитесь у нас в студии. И здесь будет Я так, не была как мы. инициатором этой программы, и я не обязана это выслушивать. Анастасия, вы нам расскажите, пожалуйста. Вы почему- сейчас Да. в любую секунду можете встать и уйти отсюда. Нет, Но Анастасия... врать в этой студии вы не будете. Анастасия, вернитесь, пожалуйста. Можете рассказать, как было? Анастасия. зачем? Царица мира. Анастасия, пожалуйста, можете договорить? Я не пойду. Чего?
Ну, потому что я знала, что так будет. Да я не дам, ну, вы со мной будете разговаривать, я рядом с вами сяду. Ну, мне зачем это? Я сюда приехала, я умереть не хочу уже, я устала от них, от всех, господи. Я приехала для того, чтобы на меня еще посторонний человек кричал и говорил, что я обманываю, хотя этого не было. Вы этого не говорили. Пойдем. А тогда пускай Александр Гаревич признает это, что этого не было. Мне и так очень тяжело дается эта ситуация. Вы не представляете, насколько. Чтобы просто держаться в кадре и не разрыдаться от боли, от того, что происходит сейчас в моей семье, благодаря этим людям. Пойдемте, просто вы расскажете, как так получилось. Правда, хочется разобраться. Хорошо? Пойдемте, не переживайте. Действительно, мой вопрос был только про наследство. Задан вопрос. Вон, видите, его даже нет. Анастасия, вы можете нам рассказать, что вас заставило тоже обратиться в суд? На основании того, что Ирина Алексеевна не воспитывала своего сына, не принимала участия, его воспитывала бабушка Зуйкова Надежда Сергеевна. Этого хотела Женя. А вы как-то с ним это обсуждали? Безусловно. Мы обсуждали семейную жизнь Жени. Мне очень много рассказывали. Рассказывали про то, что мама, простите, спала на глазах у Жени с мужчинами. Рассказывали про то, что... простите, пожалуйста, я очень волнуюсь. Это правда то, что нам сейчас Юля, Анастасия она рассказывает? рассказывает, вот знаете, именно свою семью. Именно описывает свою семью. Ее мама... Если вы сейчас начнете обсуждать мою маму, мы начнем обсуждать вашу биографию. Видите? И вот так вот каждый суд. Когда у нас начались суды, я даже не знала, что она в суд подала. Мы похоронили, съездили. А кто похоронами занимался? Анастасия. Анастасия занималась всеми похоронами, потому что мы добиться не могли. Началось с того, что у меня извещение есть, что нам пришло извещение, что сын идет домой, что похороны. Все стали готовиться к похоронам, все. Через полчаса звонят и говорят, у него есть жена запрашивает тело в Томск. Какая жена? Мы даже не знали, что они... И когда нам сказали, что Анастасия, у меня был шок, да, у меня был шок. И я всеми путями старалась, чтобы, как-то же договариваются, чтобы похоронить, где родители живут, правильно ведь? Что она завтра выйдет замуж. То есть вы хотите все-таки добиться эксгумации тела, и Да. чтобы его перезахоронили, да? Да, он ей не нужен, понимаете? Почему вы Он ей позвонили не на Первый нужен. канал, а не мне? Да неужели вы думаете, что я моральный урод, что я бы не услышала ее, не поговорила бы с ней, не обсудила эту ситуацию и возможность ее в принципе? Ирина, у меня к вам вопрос. А вы получили выплату? Да. Анастасия, а вы? Да. А сейчас вот эти суды, которые идут, они по поводу чего? За квартиру? А кто был инициатором этого суда и с каким иском кто вышел в суд? Вы. Я, Юля, вышла. А да. что за иск? Мы же вступали в наследство. Так. Мы про квартиру вообще не знали. Я знала, что у моего сына на счету деньги. Поэтому я вступила в наследство. Про квартиру я вообще не А знала. сколько было денег на счету? Но если он хотел квартиру купить, около 5 миллионов у него было. Ну, примерно так, плюс-минус, я ж не знаю ее расходы, когда они вместе-то уже стали. А до этого у него крупная сумма была, и она это прекрасно знала. То И есть как- вы в наследство вступили только на деньги, которые были на счету? что я знала, что у сына на счету деньги. Это было до нее накоплено. Ее там даже рядом не было. Поэтому я вступила в наследство. А потом нам уже сказали, что, оказывается, есть квартира купленная, В браке. что на счету 15 тысяч, что на счету денег нету. Не в это. И вот с этого началось, да. Извините, но вы потеряли берега. Да, государство совершает выплаты. Да, это официальная жена, как бы вам это ни нравилось. И она имеет право. А вот вы прав, по-моему, я не юрист, но, по-моему, на ту квартиру в принципе прав не имеете. И я бы сказал еще вот с такой стороны. А здесь надо юристам хорошенько поработать, чтобы все досконально поставить на свои места.
Так как Ирина Алексеевна очень волновала эта тема квартиры, они везде активно делали застройщику запросы. 30 сентября, через 5 дней после смерти Жени, Ирина Алексеевна пошла открывать наследственное дело, открыла его. И, естественно, она до открытия уже знала, что есть квартира. В сентябре 23 года, за 4 месяца до регистрации брака, Анастасия прошла процедуру несостоятельности банкротства. Следовательно, арбитражный суд Томской области списал ее все долги. Следовательно, на день регистрации брака и на день покупки у нее не было денежных средств, чтобы купить данную квартиру. Следовательно, если мы посмотрим, 9 января у них была регистрация брака, на следующий день было приобретено спорное имущество. Когда мы попытались изучить движение денежных средств у Евгения Юрьевича, то нам стало известно без официальных документов о том, что у него была определенная сумма, около 5 миллионов рублей, которые как раз и пошли в счет То есть внесения вы хотите платежа. доказать, что она никакого отношения к этим деньгам, на которые Да, были куплены, на которые была куплена эта квартира, вообще не имеет? Потому что она, во-первых, банкрот за 4 месяца до этой ситуации. Во-вторых, вы можете доказать, откуда были эти средства вообще. Да, режим супружеской доли здесь отсутствует, естественно. А счетом Евгения, когда он был на СВО, вы могли распоряжаться, Анастасия? Да, у меня была доверенность. Хорошо, тогда еще один вопрос. Какие-то деньги после его смерти вы с этого счета снимали? Да, до того, как стало точно понятно, это было распоряжение Жени. В случае чрезвычайной ситуации все денежные средства нужно перевести. Понятно, хорошо. Сколько вы сняли денег и когда? Было переведено 3 миллиона. Когда ситуация стала непонятна, где находится Женя, что с ним какого числа? происходит. Скажите мне, пожалуйста. Я не знаю. Я не помню просто. Ну, давайте предположим, что это было 17 сентября. Хорошо. Да, 11 он погибает, 17 вы переводите деньги. Я к чему? Вы только что обвинили мать в том, что она стала заниматься наследством, когда тело еще не остыло, грубо говоря. Но мы же видим те же самые действия с вашей стороны. Я понимаю, как это выглядит, но Как это выглядит, так я и говорю. официальное извещение я получила 18 числа. До тех пор не было уверенности, что произошло действительно. 18-го получили официально, а 17-го перевели 3 миллиона с его счета на свой. 18-го это... Ну, вы понимаете, как это выглядит. Я понимаю, но я... Да. Потому что если бы вы не перевели, это была бы та же самая сумма, которая тоже, да, входила бы в Все наследство. деньги в сохранности. Я понимаю, но это входило бы в наследство, так или иначе. Вам было бы еще что делить. Теперь вопрос. Вы сказали только что, вот до нашего этого конфликта в студии, что вы не против были бы против перезахоронения вашего мужа. Так это или нет? В настоящий момент нет. Сколько я могу терпеть нападки в свою сторону? Понятно. Ну, вы понимаете, что у мамы нет возможности физически Я не знаю, посещать. как будет в дальнейшем относиться к месту захоронения. Смогут ли Так это вы, обеспечить... слушайте, и мы же не знаем, как вы будете относиться, верно? Вы женщина молодая. У вас вся жизнь впереди. Если, Я у вас, доказываю это если у вас временем. появится новый избранник, в чем я не сомневаюсь ни на секунду, отгорюете свое, траур пройдет, и появится кто-нибудь, конечно. Мы также не можем ничего говорить. Но это все-таки мать. Ирина, вы где вы живете? Мы в деревне живем, Как Завьялово. Как далеко это от Томска? Это очень далеко. Ну, как далеко? Ну, 600 или 1000 То есть километров. вам на я не кладбище знаю. 600 километров ездить. Ну, то есть 10 часов на машине. Это очень... С похоронами, и я так понимаю, что и памятник на могилу тоже вы ставили. Да, За свои деньги. да. Может быть, мы что-нибудь больше узнаем о том, что происходит от профессионала. А это как раз юрист Анастасии. Давайте позовем. Здравствуйте. Здравствуйте, Юрий Сергеевич. Как давно к вам Настя обратилась и сколько уже прошло судов? Хочу от вас услышать еще раз. Александр, Анастасия обратилась около года назад. А с чем обратилась?
Анастасия обратилась со следующим вопросом. Она озвучила, что ее супруг Горащенко Евгений Юрьевич погиб в ходе специальной военной операции. Так. Сообщила о том, что и его семья, а именно его мать и его отец, надлежащим образом не исполняли свои родительские обязанности. В связи с этим сказала, что имеет намерение обратиться с иском для лишения их права на выплаты для восстановления справедливости, поскольку в действительности... Мне очень интересно с профессиональной точки зрения. Вы взялись за дело, где нужно было ретроспективно доказать, что мать не принимала участия в воспитании ребенка. Доказать это даже не ретроспективно в судах бывает проблематично. А как вы пытались это сделать? Во-первых, в ходе подготовки к подаче искового заявления, уже в ходе судебного разбирательства был опрошен ряд свидетелей, в том числе сослуживцы погибшего Евгения, которые сообщали о том, что им известны подробности взаимоотношений Евгения со своей семьей. Были также допрошены в качестве свидетелей местные жители, которые проживали по соседству с этой семьей. В целом отзывались таким образом, что семья вела достаточно асоциальный образ жизни. И преимущественно Евгений проживал с бабушкой. Она занималась его воспитанием, содержанием. Также нам была получена справка о рождении Горащенко Евгения Юрьевича, где в качестве лица, заявившего о рождении, числится бабушка. По этому поводу в ходе судебного разбирательства Ирине Алексеевне задавался вопрос, на который она однозначно, убедительно ничего ответить не смогла. Я так понимаю, что суд не принял во внимание ваши доказательства, и вы проиграли апелляцию и кассацию. Все правильно, да. Полагаю, что с учетом баланса доказательств, судом было принято такое решение. У нас тоже есть свидетели, поскольку это лучшие наши эксперты, как вы понимаете, соседи. Ирка хорошо наконетелилась. А что это значит, конетелилась? Ну, водку жрала, разгульную жизнь вела. То с тем ковыркается, то с другим. Она ни дня не работала. Женька, в общем, жил у бабки. Ну, знаешь, что Женя жил у бабушки. Ну, ходил к матери-то в гости. Все. И с бабушкой старший сын жил, и Олеся, по-моему, там тоже какое-то время жила. Ну, что они выпивали, додрались, слышала тоже неадекватные. Женю хорошо знал, они в бригаде с отчимом у меня работали. Нормальные семейные отношения. Ни разу даже намека на скандал или на что-то такое близко даже не было. Женя очень хороший мальчик был, но он детства не видел. Вот эта Ирина Машонкина была очень пьющая женщина, семьей не занималась. Если они не с кем-то раздерутся, то они между собой молотились до смерти. Ребенку этому Жене места в той семье не было. Она его родила, и она, говорит, даже его с роддома не забирала. Его забрала бабушка. Вот я на судах присутствовала, да. Они как гиены сидели. В коридор заходила, они сидели с улыбающимися лицами. Они не страдали. Это только из-за денег. Так что, Ира, конетелились вы или не конетелились? Действительно, вы сына из роддома не забирали, Да, бабушка забрала. Да кто? Действительно, вы им не занимались, а бухали. Ребенок. Мы всю жизнь с мамой вместе. Мама со мной. Нет, Анастасия, ты к кому приехала-то в Вы деревню? бухали или нет в молодости? Ну, если бы я бухала, меня бы, наверное, лишили 3 детей. Как вы думаете? Нет. Это же деревня. Зная, как работают наши органы опеки, не лишили бы. Ну да. А вот у Вы ее пили сестры или забрали. нет? Нет. Не пили? Нет. У меня к вам, знаете, какой вопрос? Сейчас выйдет ваша дочь, Олеся. Хорошо. И она, конечно, беспокоится сейчас не о деньгах, не о выплатах, а о том, чтобы брат был поближе к вам, ну, на кладбище там у вас. Это понятно. Но я вот, пока она не вышла, хочу вам задать вопрос. Если нам станет достоверно известно о последней воле вашего сына, включая то место, где он хотел бы быть похороненным, вы прислушаетесь к этой воле? Александр, я просто хочу Настю попросить. Я еще раз говорю, я задал конкретный вопрос. Хорошо, я тебе Воля озвучу. вашего Хорошо. покойного сына для вас в приоритете, Да. или собственные желания? Нет. Хорошо, все. Я вас услышал. Почему я задал этот вопрос, станет понятно чуть позже. А пока давайте Олесю позовем. Здравствуйте. Юлия, Александр, студия. Здрасте, здрасте. Хочу обратиться к Анастасии. Это актер, который играет на чувствах людей, живых людей. Она задала вопрос,
про себя она сказала, моральный ли я урод, ты ответила на свой вопрос. И про то, что ты тут устраиваешь кардебалеты, ты получила справку, что Женя погиб 16 числа, а 17 числа ты переписываешь деньги. На это есть с военкомата выписка. И сейчас ты выставляешь из себя жертву, что мы такие, сякие, плохие. Доказательства есть. Ну, у тебя есть свидетельства. Олесь, можете присесть, пожалуйста? Потому что трудно разговаривать, когда вы нависаете. Вы чего хотите, Олесь? Мы хотим, я лично хочу, и моя семья, того, чтобы брат приехал на родину, где все учителя, которые хотели с ним проститься, где одноклассники, где сослуживцы могли бы приехать и побывать на могиле. А вы или кто-то из ваших близких и родных угрожали когда-нибудь Анастасии? Нет, это вранье. 14 числа на Подождите, вранье что? Что мы ей угрожали. С ней давайте, пока вы не продолжили, не поставили себя в нехорошее положение, подожди. Давайте сначала посмотрим на экран, а потом поговорим. Сотру земли, поняла меня? Поняла. Спасибо, я разговор запишу. Все. Прямо сейчас иду. Заткни свой... Мы тебя растянем по ногам и рукам. Ты меня лучше не трогай. Юра, ты знаешь, какие у меня связи? рот закрой, Юра, я с тобой Ты сама заткнись. Хочу поговорить нормально. Со мной не нужно разговаривать, понятно? Истеричка. Я вас уничтожу. Завтра мы собираемся всей семьей. Я вас всех найду. Скажи, пожалуйста, за что? Стой! Нет, ты не можешь... Стой! Я вас уничтожу за брата, понятно? Стой! Мы завтра собираемся ехать в Томск. Я найду всех. У меня есть связи. Я вас уничтожу. Это что было? Это мой брат. То есть Вы это в ответ Женин на мой брат. вопрос. Да, это Женин брат. Вы в ответ на мой вопрос, угрожал ли кто-нибудь Анастасии Вы не так Есенин? Вы спросили. сказали нет. А это что? Так. Да, брат мой, я узнала это же от Анастасии позже. Когда 14 числа она написала петицию с гадостями, что будет судов, их будет много, Скриншот есть, у меня переписка? есть, у меня есть. Вы отдали это? Ну, мы это можем посмотреть. У меня тоже есть просто. Ну, а что не предоставила? Ну, я прямо сейчас могу пойти за кулисы и показать. Я тоже могу. А что за переписку вы хотите показать, Анастасия? Ну, она утверждает, что я там судами угрожала, там ни слова нету про суды. Она у меня спросила, ты собираешься судиться? Я сказала, было такое? Нет, посмотри мне, глядя в глаза. Было. Что я единственный суд, который состоится, это будет по месту захоронения, потому что это Женина воля была. Можно еще я скажу по поводу свидетелей, которые сейчас я видела на экране? Все эти свидетели были куплены в суд. Но доказать нам не удалось того, что... Смотрите, давайте так. Я сейчас вам покажу видео, на котором есть два абсолютно точно некупленных свидетеля, и мы это знаем, наша редакторская группа. А вот почему. Потому что, когда мы к программе готовились, с нашими редакторами очень захотели пообщаться два человека. И это друг Евгения Алексей и его боевой товарищ, и сослуживец Петр, которого уж точно никто не покупал, и который с ним был до последнего, до конца. Да? Я в курсе. Хорошо, вот мы с ними поговорили по телефону. Давайте послушаем, что они нам сказали. По характеру Евгений был спокойный, неконфликтный, веселый, трудолюбивый. Отношения у них были натянутые в семье. У него были с отчимом конфликтные ситуации. Финансовую помощь оказывал постоянно в семью. Они почему-то, я не знаю почему, но были враждебно настроены на любые отношения Евгения с девушками. Он от своих родственников все время отрекался, говорил, что они там пили, когда-то в детстве убили, кредиты на него брали. Что они всегда лезут в мою жизнь, они мне говорят, что мне делать, что не делать. Вот чему я там обижал. Потом он в отпуска не хотел ехать, но вот не выходил на связь с ним по 2-3 месяца. Они не позвонят, они так и просят только деньги. И в отпуска он ездил туда к Анастасии, а не к ним домой. Вот, он там съездил, на ней официально женился, довольный. Там по детям у них они так, я понял, что пробовали, у них не получилось. Как бы он так мне и говорил, если что-то со мной случится, то я бы хотел, чтобы досталось это все Анастасии и ребенок, который у них есть несовместный, как за родного. Вот. Туда он вообще не говорил, что ничего не надо. Ну и про то, что похоронить, чтобы вот у меня в Томске, если что. Про Петра я не могу сказать, а вот про Алексея я могу. Он был с нами на похоронах.
Он Был на нашей приехал, да, стороне. был почему-то на нашей стороне, а не с Анастасией. Вы смотрите, я вам не Подождите, просто а вам так не вопрос кажется, задавал. что эти люди, оба этих человека, вот вы как-то странно это все интерпретируете. Вам не кажется, что они не на чьей стороне? Ни на вашей, ни на стороне Анастасии. Они на стороне своего друга. Да. Они рассказали лишь то, что слышали от него. Ничью сторону при этом не занимали. Для меня было абсолютно очевидно, когда я с самого начала спросил вас, помогал ли он семье материально. И его друг это подтвердил, что вы были против любых его отношений, поскольку это распыляло его денежки, которые он зарабатывал, которые должны были идти вам. Да что- Все здесь хороши. Это мое мнение. Теперь осталось услышать мнение экспертов. Вы увидели просто эти миллионы квартир. Вы что думаете, вам с ними лучше будет всем? Я не знаю. Я сам с Алтайского края родом. Вот этот парень, там мужчины настоящие рождаются и умирают, к сожалению. А вы недостойны просто его памяти. Не нашли в себе сил, чтобы сесть и обо всем договориться. Позор. Знаете, женщины, доказывая любовь к покойному вашему сыну и супругу, вы начали терять уже сами человеческое лицо. Вот так стыдно и противно мне очень давно не было. Вот честно. Вы получили уже приличные деньги, выплаты. Черт возьми, вам их мало. Вы еще какую-то квартиру начали делить и так далее. Послезавтра еще какой-нибудь гараж объявится, еще что-то. Ну, успокойтесь, не позорьтесь. Вы знаете, сказать, кроме того, что светлая память Евгению. Спасибо за то, что отдал жизнь за свою страну. Вот за это спасибо. Ну, родители не выбирают. Но жену-то можно было выбрать. А когда ты с мамой жил, вы ходили на секции какие-то? Нет. Она даже единоборствами ему запретила заниматься. Открываю дверь, она лежит на другом мужике. Бутербродом у вас в доме и дети бегают. Заставляет называть его папой, в случае отказа приставляют пистолет к голове и угрожают выстрелить. А вы в этом пистолете уверены? Это ребенок рассказал психологу. Я хочу, чтобы Максим вернулся домой, а Павел просто отстал от нас. У меня даже подано на него за клевету. То есть это все клевета? Да. А зачем на мужике лежали? Не лежала, выдумывает. Дети это даже подтвердят. Он схватил меня за волосы и вышвырнул из квартиры. Детей немедленно нужно от вас забрать. Ты помнишь, как мама Мишу забирала? Ей нужно забрать тебя, забрать квартиру и весь бизнес. И кто ты после этого, скотина? Но то, что Алена врет, все бесконечно. А ваш сын, вы видели, что он делал? Да. Мы еще Даниила не видели, который с пистолетом и который над детьми измывался. Давайте его позовем в студию.